Друзья, всем привет! С вами Таня, вы на канале Вкусно, пальчики оближешь. Если вам очень хочется пиццы, но лень возиться с тестом, этот рецепт для вас. Сегодня готовим блюдо, а именно ленивую пиццу без приготовления и раскатки теста из тех ингредиентов, которые найдутся у каждого в доме в холодильнике. Готовится буквально за 15 минут без духовки и без выпечки. Так что давайте приступим к приготовлению. Итак, для рецепта нам понадобится батон. В данном случае у меня 3 ломтика батона, или можно использовать просто белый хлеб. Хлеб нарезаем средними кубиками. Итак, хлеб я подготовила. Далее в отдельную миску я вбиваю 5 яиц. Добавляю соль по вкусу. Также добавляю черный молотый перец по вкусу. И все хорошенько перемешиваем венчиком до однородности. Далее подготовим начинку. Я буду использовать сосиски, можно использовать ветчину, колбасу, все, что у вас есть. Я буду использовать для данного рецепта 6 сосисок, которые я нарезаю кружочками. Если вы используете, например, колбасу или ветчину, вы можете нарезать небольшими кубиками или соломкой, кому как нравится. Итак, я подготовила сосиски и далее сразу же приступаю к приготовлению данного блюда. Для этого я взяла сковородку, на нее наливаю небольшое количество растительного масла и жду, пока разогреется. На разогретое масло отправляю нарезанный хлеб и обжариваю на небольшом огне до слегка золотистого цвета. При этом периодически перемешиваю для того, чтобы хлебушек обжарился со всех сторон. Когда хлеб получился у нас вот такой румяный, получились хрустящие сухарики. Далее я распределяю сухарики равномерно по всей сковородке и заливаю яичной массой. На данном этапе я устанавливаю минимальный огонь. Пицца должна готовиться на минимальном огне, для того, чтобы она не подгорела, пока все ингредиенты у нас приготовятся. И также я сверху отправляю сосиски, либо же колбасу, что у вас будет использоваться. И также равномерно распределяю ровным слоем. Друзья, для данного рецепта вы можете использовать любую начинку, которая у вас есть. Я показываю вам свой вариант. Далее накрываю крышкой, готовлю на минимальном огне. Тем временем один помидор я нарезаю небольшими полуломтиками. Лучше для данного рецепта использовать помидор не слишком мягкий, не слишком сочный, чтобы все соки оставались внутри. И также я буду использовать примерно 100 грамм твердого сыра, который я натираю на терке. Я натираю на крупной терке. Тем временем у меня яйца уже практически приготовились. Снимаем крышку, сверху выкладываем помидоры. Можно использовать болгарский перец, который также на данном этапе выкладываем. Либо же, если вы хотите, чтобы перец немного приготовился и стал более мягкий, можете добавлять его одновременно с сосисками. Итак, помидоры распределяем равномерным слоем по всей пицце. И далее сверху посыпаем натертым сыром. При желании можете сыр натирать не на крупной терке, а, например, нарезать его на тоненькие ломтики и сверху покрыть таким сыром пиццу. Получится большое количество сыра, которое расплавится в процессе приготовления, и получится очень вкусно и сочно. Далее накрываем крышкой и еще доготавливаю до тех пор, пока яйца полностью приготовятся, а сыр расплавится. Опять же готовлю на минимальном огне под закрытой крышкой. Итак, пицца готова. Также я ее посыпаю нарезанной зеленью. В данном случае у меня петрушка. Вы можете использовать любую другую зелень, которая вам нравится, или не использовать ее вообще. Это дело вкуса. И пицца готова. Подаем в горячем виде.
Вот так она выглядит. Достаточно большая пицца. Она у меня диаметром около 23 сантиметров. Как видите, такая пицца готовится из простых и доступных ингредиентов, которые найдутся у каждой хозяйки в холодильнике. Готовится просто, быстро и является прекрасной альтернативой традиционной пиццы. Когда не хочется возиться с тестом, готовить его, раскатывать, выпекать. А вот так вот быстро на сковородке можно приготовить из того, что было у вас в холодильнике. Экспериментируйте с начинкой, получайте каждый раз новые вкусы, я уверена, что вам понравится. Такое блюдо идеально подойдет для завтрака, является очень сытным, и вот такой пиццей можно накормить большую семью. Так что, дорогие друзья, готовьте вместе со мной. Если понравился рецепт, нажимайте лайк, иначе его потеряете. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты, которые выходят на моем канале регулярно. У меня очень простые, быстрые, доступные рецепты, которые сможет приготовить даже начинающая хозяйка. Спасибо большое, что вы были со мной. Всем приятного аппетита и до новых встреч!